очень выбивается, в принципе, вот заявление Путина недавнее о поиске преемника, как минимум. Потому что у него там даже в этом же интервью, которое он давал, там было чуть ли не и доходило и до угроз ядерного оружия, и до разъяснения того, зачем нужна была война в Украине, зачем была нужна оккупация Крыма и тому подобное. При этом всем, как бы, долгое время, в принципе, вопрос преемника не поднимался Кремлем, по крайней мере, на таком высоком уровне, скажем так. Что сейчас изменилось, и почему вообще произошло такое заявление? Мне кажется, никаких изменений не произошло в этой теме. Путин остается у власти, очевидно, в горизонте 10-12 лет, несомненно. Вопрос был задан в контексте фильма, который снимается к 25-летию правления. То есть это большой срок. И корреспондент Зарубин, несомненно, имел основание спросить просто из-за срока, что, как бы, что вы думаете о преемнике. И ответ Путина на этот вопрос был чрезвычайно, ну, вернее, был политически совершенно ясен. Путин ответил, как бы, что там, что он приглядывается к большому количеству своих там сотрудников и к своему окружению, и чтобы видеть того, кто мог бы быть таким же, как он. Но он, разумеется, ответил очень в общем порядке, не собираясь и даже показывая, как бы, что обсуждать тему преемника не надо. Вот в чем, как бы, на мой взгляд, смысл этого сюжета. Да, Путин в этом фильме э, как бы предъявляет некоторые, как бы там формулирует некоторые требования к этому преемнику, и в первую очередь требование, чтобы он был таким же точно, в кавычках, патриотом России, как Путин. То есть, чтобы этот человек дальше вел весь этот путинизм после смерти Путина или ухода Путина дальше, чтобы этот человек поддерживал всю эту модель, которую Путин создал. Это очевидно совершенно. Но надо сказать, что через 10 лет те, кого сегодня перечисляют в числе возможных преемников, некоторых из них просто уже не будет, во-первых, в жизни, а другие просто состарятся. Поэтому мы видим сейчас список, публикуемые списки после этого сюжета фильма, там немедленно появились списки в российских телеграм-каналах, там, где политологи перечисляют 20-30 имен. Но, глядя на них, надо сказать, что через 10 лет и половина из этих людей уже не будет на политической сцене. Точно так же, как за последние 10 лет исчезли с политической сцены те влиятельнейшие политические фигуры, которые, как многим казалось, там, неимоверно близки к Путину, будут определять политический курс после ухода Путина. То есть нет ни Владимира Якунина, ни там бывшего министра спорта Мутко, ни там Кудрина, ни Чубайса, ни Дворковича и так далее, и так далее. Уже министр обороны Шойгу слетел со своего поста. Влиятельнейший Патрушев перешел на более слабую позицию во всей системе и практически ушел на пенсию. Так что через 10 лет мы будем смотреть на эту ситуацию совершенно другими глазами, и, скорее всего, преемник Путина находится среди тех, кому сейчас 35 лет. Есть какой-то вот в этом диапазоне, кого бы вы могли назвать, из кого, в принципе, Путин мог бы выбирать в таком случае, или там присматриваться к кому, скажем так? Ну, из того списка, который оглашается, как правило, сейчас, там есть такие совершенно нереалистичные какие-то персонажи, скажем, как Рамзан Кадыров, который не может быть президентом Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. Но из тех, кого называют сейчас, да, это люди уже старше, но тем не менее, несомненно, Мантуров, очевидно, тоже как бы с одной стороны влиятельный человек, а с другой стороны любимец Путина и очень подходит на эту роль.
Многие думают, что молодой, ну уже не молодой губернатор Калининградской области Алиханов, перешедший в правительство, является такой, одной из таких фигур. Можно думать о том, что, ну, так сказать, с некоторой натяжкой, там, с некоторым опасением, но можно предполагать, что младший Патрушев, который руководит Россельхозбанком сейчас, ну, может быть таким человеком. Но можно сказать точно, что преемник Путина будет выбираться и самим Путиным, а в случае его внезапной смерти его всем этим политбюро, условно в кавычках, будет избираться в соответствии с 5 требованиями. Этот человек должен соответствовать 5 требованиям. Первое требование, он должен быть чиновником класса А, несомненно. Второе, он должен быть человеком, который давал военную присягу Российской Федерации, или, если не давал присягу, то служил в специальных спецслужбах и тем самым как бы давал присягу. Третий пункт – это должен быть человек, который понимает макроэкономику. В противном случае он не в состоянии будет руководить страной. И четвертый пункт заключен в том, что это должен быть человек, который будет ну, как бы иметь достаточное образование. То есть в этом смысле там Патрушев или Мантуров, они как бы соответствуют этим позициям. И пятый пункт, последний, это человек, который должен быть избираем. То есть, попросту говоря, как правильно Путин сам сказал в этом интервью Зарубину, да, можно с административным ресурсом и политтехнологиями натянуть, как бы, может быть, 10, он этого не говорил, но я добавлю, как бы 10, 20 или там 25%. Но как бы невозможно избрать вообще неизбираемого человека. То есть этот человек должен обладать какой-то харизмой, которая понятна гражданам. Хотя бы, чтобы 25% искренне проголосовали за этого человека. Ну вот, так что вот этими 5 пунктами все ограничено, и оно все... Но кто это будет, сейчас невозможно абсолютно предполагать, потому что это будет через 10, а может быть через 15 лет. То есть вы считаете, что все-таки вот Путин действительно еще лет на 10 может остаться у власти? То есть нету никаких ближайших там, ну, при каких-либо условиях э, более раннего ухода, скажем так, причин для этого? Ну, какие-то экстремальные, чрезвычайные причины, конечно, возможны. Но все-таки, если, собственно говоря, ну, заниматься политическим планированием или, так сказать, каким-то вопросами определения политических стратегий, то надо опираться на то, что Путин будет до 30-го года. Это еще плюс 6 лет, просто конец его каденции. И надо на это ориентироваться. И, скорее всего, надо ориентироваться на то, что он перейдет в следующую каденцию, которая уже будет для него проблемной по возрасту, и, возможно, он либо уйдет из жизни, либо уйдет с поста и будет стремиться передать власть. Но это произойдет не в этой каденции. И надо исходить из этого, потому что это просто более прагматично, поскольку абсолютно стратегически бесполезно как бы жить в режиме ожидания того, что диктатор внезапно исчезнет. Это расчет, который ошибочен.